Да, мусора. Всем привет! Сегодня у нас мусора сейчас. Слушай, а куда они поехали? А там дорога есть. Там дорога есть? Да они дури поехали курить. Всем привет! Сегодня у нас обзор Лада Приора, наших гостей из города Таганрог. Славик, хозяин машины, сам делал все своими руками. У нас такая достаточно интересная аудиосистема, как в плане компоновки, так и в плане подбора компонентов. Сделано все собственноручно. И учитывать это, пожалуйста, это делали не в ателье, это делал человек сам. Концепция системы — это громкое качество, то есть тут компоненты не просто подобраны там погромче и подешевле, достаточно дорогие компоненты, очень много породистых компонентов и совмещено такое понятие как качество с таким понятием как громкость. Очень неплохо сочетается в этом автомобиле. Головное устройство здесь стоит 99-й Пионер, хай-энд класса, как Пионер заявляет. И по сути сейчас из того, что купить новый магнитофон лучше вы не купите. По сути это самое лучшее головное устройство. Как по качеству звучания, может, с ним поспорят, там старые алпайны какие-то. По богатству настроек лучше магнитофона нет. По крайней мере с процессором в самом магнитофоне. С выносными процессорами вы, может, что-то еще найдете подходящее по богатству настроек и качеству. 99-й сейчас, на мой взгляд, это вот лидер в головных устройствах на рынке. Сабовое звено здесь очень интересно. Это 2.13W7 JL Audio, настоящие американские 13W7. Это топовые JL Audio, одни из самых лучших. До сих пор за ними народ гоняется. Купить можно. Можно себе позволить купить бэушные, они очень много в идеальном состоянии, за ними очень хорошо люди следят. Это не такие сабы, в которые вливают там побольше, снимают с них сумасшедшие результаты. Это очень хорошая громкость при очень хорошем породистом качественном басе. Здесь стоит две такие мощные штуки и усиливает их настоящий американский, сделанный в Китае, да, наверное. Как у Стива Мида. Здесь стоит Рокфорд 2500, моноблок D-класса. Он раскачивает 2 JL Audio. Фронт тоже очень интересный. Топовые пищалки стоят, такие же, как у меня в BMW стоят. BNC DE35, одни из самых лучших. Я там в каком-то обзоре говорил, самые лучшие. Может быть, с ними кто-то и поспорит. Я лучше пока не слышал. BNC DE35, на мой взгляд, являются лучшими твиттерами. Стоят среднечастотники 6ND 410 от 18 Sound. Настоящие итальянские среднечастотники. Тоже одни из самых громких в мире на данный момент. Есть там что-то чуть громче, чуть качественнее, но в принципе 410 пока держит планку как бы самых громких динамиков. И в роли мидбасов стоят DevBones M80, которые по сути являются низкоиграющей серединой. Такая, можно сказать, ближе к середине, меньше к мидбасу. И двери больше играют, конечно, на громкость. Панч не такой, какой мог бы быть там с чистокровными мидами, но зато у нас богатейшая середина, неограниченная по громкости, которую можно там уводить вниз, вверх. То есть в громкости такие двери не ограничены. Хотя мида, по сути, если вы хотите вот именно панч сумасшедший, чтобы у вас зубы выбивало, миды можно подобрать подлинноходней, помягче. На данный момент DevBones из 20-ок являются одними из самых громких. Сравниться могут с такими низкоиграющими серединами, как FR80 от этой же компании, 200.1 Гц. И там еще несколько моделей, 8M400 от 18 Sound. На самом деле по пальцам пересчитать динамиков, которые могут сравниться вот в качестве и в громкости. То есть у нас получается такая очень породистая дверь с итальянской пищалкой, с итальянским среднечастотником и мидами, которые разработаны в России, сделаны в Китае. По качеству тоже достаточно неплохие, не уступят итальянцам. Питание. Генератор у нас стоит люксовый, приоровский, Bosch, 115 ампер. Под капотом у нас 2400 XS Power, AGM аккумулятор. И в багажнике под вторым фальшполом, у нас два уровня пола, лежит Нарада. Это аккумулятор AGM 170 ампер-часов с хорошей токоотдачей, сумасшедшей емкостью. Владельцу надо отдать должное, стоит 2 вольтметра. Это очень похвально, когда меряется напряжение и под капотом, и в багажнике. Всегда нужно мерить напряжение именно таким образом. Вы сразу видите, что если у вас что-то в системе не так. Если у вас напряжение сильно разнится, значит у вас либо просадка по проводу идет, либо предохранитель сломался. Очень было много таких случаев, когда это сразу видно. То есть под капотом у нас 14,4, в багажнике у нас 12,8.
ну, сразу видно, что систему надо выключать где-то, или предохранитель сгорел, или провод отошел. Я рекомендую вольтаж всегда смотреть сразу в двух местах, и спереди, и сзади. Из-под капота в багажник у нас проходит две протяжки КГ-50, по одной протяжке, один плюс, один минус. И в принципе это, наверное, слабое звено в питании, потому что вот хозяин автомобиля говорит, что есть разница в вольтаже, небольшая, но она есть. И вот в принципе это сразу индицирует то, что у нас вот по проводу идет просадка. В багажнике у нас сборная солянка из кабелей EOS 4 гейдж на усилителе, и нулевка питается Рокфорд 2500. Если мы вытащим 80 килограмм баса и поднимем фальшпол, то увидим там 3 усилителя. На пищалке и на среднечастотник у нас стоит усилитель Mosconi АБ класса AS200.4. На миды в 2 Ома подключенные у нас стоит 2 канала по 300 Вт в 4 Ома выдает этот усилитель. Даже боюсь представить, сколько в 2 Бостон. Очень увесистый, здоровый усилитель, который и прогревает весь этот отсек под полом, из-за чего пришлось установить 8 кулеров для охлаждения, 4 спереди, 4 сзади. Включаются они от датчика температуры, который находится там же в багажнике. То есть включены они не постоянно, а только когда температура превышает какой-то определенный порог, когда становится под фальшполом жарко, тогда включается 8 кулеров и хорошо это все вытягивают. В защиту усилителей не уходили ни разу, что говорит и о правильном использовании усилков, и о правильном температурном режиме под фальшполом. И третий усилитель у нас Рокфорд, такой же как у Стива Мида, с названием, которое практически невозможно выговорить. Это я сейчас попытаюсь. Т2500 ДБЦП. Правильно я сказал? Я наконец сказал правильно. ДБЦП. Я второй раз, наверное, уже не скажу. В общем, Рокфорд 2500. Такая вот у нас компоновка. Все достаточно гармонично, правильно подобрано. Редкие компоненты, породистые, интересные. Еще показать надо, как сабы. Кто не знает, вот Geely Audi, у них одна такая особенность есть. У них губа не вклеена. Она держится за счет прижимного кольца. Сейчас мы его снимем, вам покажем эту уникальную особенность сабвуфера. Вот хозяин автомобиля Слава сейчас нам это продемонстрирует. Вот такими прижимными кольцами держатся у нас сабвуферы. Не сабвуфер, губа, сабвуфер. Подвес, резинка, как хотите называйте. Главное в этом деле не проткнуть резинку, потому что ремонт этих сабвуферов не дешевый. Вот такое колечко у нас еще. Ну так вот Geely Audi 13W7 устроены. Можно заглянуть внутрь, увидеть подводящие. Таких подводящих, по-моему, больше ни на одном сабвуфере вы не увидите, только на джельках. Не помню, сколько там шайб, не буду рассказывать. Катушка одна, да? Катушка 4, ну, меньше чуть-чуть, там вроде около 4 дюймов. Мощная увесистая катушка. И все. Вот так можно увидеть по губе, какой потенциал хода у саба. Давай, включай. I never
вижу, у вас, наверное, там эта валюта еще. Это в Крыму я был года 4 назад. В Крыму там сейчас не нужны, да? Ну вольтаж, смотри, я видел, там у тебя нормально так просаживает сзади. Меньше 12 не Это еще показывает. верха. Ну и на холостых, да? Меньше 12 не падает. Ну вот так вот. Что, нормально играть, Димон? Оглохнуть можно. Нормальная приора, компоненты супер, подбор супер. Установил человек сам хорошо. Обшивки-то куплены, кстати, у Вити Моца, его старые. Ну, тоже Витя сам делал еще это Но давно. им уже 4-й год. 4-й год. А аудиосистеме сколько? Ну, с 12 я начал собирать. Че, спасибо, пацаны, что приехали. Приезжайте к нам еще. Дорогу домой найдете? Хорошая приора, нормальная. Итальянская пищалка, итальянская серединой и подлинноходней, помягче и блядь, что и все. А головное устройство здесь стоит 99,5. Короче, пишите, кому понравилось, кому не понравилось, тоже пишите, вас всех забанят нахуй. Тёма, видел обшивки Витька? Покажи. Да. Разбираешься в автозвуке? Да сразу видно Ставрополь стайл. Когда ты ездил с 16-ми, он уже вот так валил, понял? Нихуя не валил. Ага.